Привет! В этом видео я тебе расскажу про программу Аниматор. Используя 7 базовых пунктов, мы создадим простую анимацию лисички. Ну а с вами Лэй, и мы начинаем. Номер 1. Установка. Чтобы установить эту программу, воспользуемся любым поисковиком. Вписываем само название программы и переходим по первой ссылке. Чтобы его установить, пролистаем чуть ниже. Нажимаем сюда и устанавливаем любую версию. Ссылка на сайт также будет в описании. После установки остается только создать проект, придумать ему название и создать. Номер 2. Основа управления. Начнем с основы. Управление камерой. Здесь вам понадобится правая и левая кнопка мыши, а также колесико. С помощью правой кнопки мыши вы можете крутиться просто вокруг себя. С помощью левой вокруг определенного предмета. Или вокруг пустоты. А также с помощью колесика вы можете приближаться или отдаляться от какого-то предмета. Мы разобрались с управлением. Теперь можно создавать предметы. Нажимаем на верстак в левом верхнем углу, и вам высветится окошко, где вы можете создавать разные предметы. Можете добавить в свой проект отдельно какие-то блоки или сразу готовые предметы. Чтобы вам все правильно показать, я сначала создам, пожалуй, обычный блок. После его добавления можно ему менять местоположение, используя координаты x, y, z. Проще говоря, вверх, вниз, справа, лево. Также его можно крутить, используя эти же координаты. Можно крутить, как вы, думаю, уже поняли, в любую сторону света. Номер 3. Загрузка игровых миров. Допустим, в аниматоре я не хочу создавать какие-то домики из блоков, ведь это может занять большое количество времени. Поэтому переходим в Майнкрафт и ищем местность, которую вы захотите перенести, или создаем ее сами. Также важно, чтобы название вашего мира было на английском языке. Чтобы загрузить ваш игровой мир, нажимаем на вот этот верстачок и на второй значок для загрузки мира. И здесь у вас есть выбор, либо загрузить какую-то часть из мира, либо загрузить весь мир. Не советую загружать весь мир, если у вас слабый ПК. Я выберу загрузить определенную часть. Высветим все окошки, нажимаем сюда, чтобы загрузить ваш мир. После чего вписываем его название. И ждем небольшую загрузку. После того, как у вас все загрузилось, у вас появится вот такой вот экранчик. Где, используя вот эти полоски, вам надо выбрать область, которую вы хотите загрузить. Также для удобства здесь показывается, где в этот момент находились вы и ваше место появления, чтобы вам было проще сориентироваться, что именно вам надо загрузить. Допустим, я хочу загрузить вот этот кусочек леса. Вот так вот, думаю, будет нормально. Затем загружаем. И вот здесь вот у вас уже высветился ваш кусочек мира. Осталось его только загрузить. И все, кусочек вашего мира уже находится в вашем проекте. Саму карту можно загрузить с функционалом или без. Под словом функционал я имею в виду открытие и закрытие дверей, люков и так далее. Точка изменения положения загруженной вами карты находится в ее центре. Также в мир можно загрузить не только карты, но еще и отдельные картинки. Для этого нажимаем опять на верстак, выбираем одну из предложенных фигур, я возьму вот эту, и здесь загружаем любую картинку. Например, вот такую. Причем она загружается квадратной, и чтобы привести в ее нормальный вид, нажимаем вот сюда, чтобы изменить ее размер, и меняем ее размер по любой плоскости. И вот загруженная картинка. Номер 4. Анимация. Вот мы приступаем к самой анимации объекта. К примеру, я взял блок слизи. Чтобы его анимировать, нам понадобится перейти вот сюда вот. Сразу хочу сказать, кто пользовался After Effects, тем анимация дастся очень просто. Вот точка, в которой написано местоположение вот этого блока. И наша задача будет сделать, чтобы он сменил положение вот сюда. Используя вот эту полоску, мы ее переносим, допустим, на 1 секунду. И уже на этой 1 секунде изменяем местоположение блока. И здесь уже автоматически появилось его местоположение. И теперь смотрим на анимацию. Как видите, наш блок изменил свое местоположение. И допустим, я хочу, чтобы он примерно за 3 секунды опустился вниз. Я также его опускаю вниз, и у нас уже получается вот такая анимация. Также сами вот эти метки можно переносить, чтобы, например, ускорить процесс падения. Я решил сократить процесс падения до 1 секунды. И вот у нас получилась небольшая анимация. Но она выглядит не очень реалистично, поэтому сделаем так, чтобы при падении наш блок немного сплющило. Для этого вот выбираем вот эту точку и используя вот эти координаты, мы его немножечко сплющиваем. Но если вы обратите внимание, то получится так, что он на протяжении всей вот этой секунды будет сплющиваться, что будет выглядеть не очень красиво. Поэтому переходим вот сюда, вот допустим, он только вот в этом местоположении начнет сплющиваться. И здесь мы меняем обратно вот сюда вот на единицу. И у нас получается вот такая анимация, где вот в этом процессе его немного сплющило. На самом деле, используя вот эту основу, можно сделать еще более детализированное сплющивание этого блока.
чтобы получилось вот так вот. Кстати, вот здесь вот, если взять и, допустим, вот так вот развернуть, а затем немножечко его приподнять, то получится вот такая анимация, где он падает и немного отскакивает от пола. Также для примера давайте к этой работе добавим какого-нибудь моба. Чтобы добавить моба, нажимаем на вот этого человечка и здесь выбираем любого, который вам понадобится. Если что, вот здесь вот есть поисковик. Пусть это будет лисичка. Лисичку я взял, потому что у нее есть много частей тела. На самом деле анимация моба кажется только со стороны намного сложнее. Так это то же самое, только если у блока одни координаты, которые вы можете менять в любом положении, у лисички их несколько, потому что у лисички есть, много частей тела, по типу туловища, лап, хвоста и головы. Так что анимация от блока особо сильно не отличается. Давайте сделаем небольшую анимацию, как будто эта лисичка скинула этот блок. Я не буду объяснять процесс анимации, потому что он полностью идентичен. Лисичка будет толкать этот блок лапками и, судя по всему, немножко головой. Также попрошу не забывать ставить временные метки. И у нас получается вот такая лисичка, которая дотрагивается до вот этого блока. Осталось только сделать так, чтобы она его столкнула. Для этого вот эти временные метки, которые я временно убрал, временные метки блока слизи. Мы их ставим примерно вот сюда вот. Затем переходим к временным меткам лисички. Делаем так, чтобы она продолжала стоять. Вот здесь переносим ее, чтобы она толкала. А вот здесь она, уже просто его сбрасывает. И у нас получается вот такая вот анимация. Но также не будем забывать про лисичку, потому что лисичка, осталась стоять. А это не очень красиво. Как только она отпускает этот блок, она должна вернуться в свое прежнее состояние. Так как она в прежнем состоянии стояла буквально в самом начале, выделяем, копируем и вставляем туда, куда нам надо. И делаем вот так вот. А также не забываем поднять хвостик. И опустить голову, как будто она решила посмотреть на этот блок. Итого у нас получилась небольшая анимация, как лисичка сбрасывает блок. Также в анимацию можно добавить любые предметы. Нажимаем на верстак и нажимаем вот сюда вот. И здесь можно выбрать среди вот этих кучи предметов любой, который вам понравится. Допустим, это будет железная лопата. Допустим, вот эта лопата здесь будет просто качаться. И у нас получилась анимированная лопата. Но мне что-то кажется, она слишком быстро качается. Анимация предметов полностью идентична. Номер 5. Базовая настройка проекта. Теперь у нас готова небольшая анимация. И мы перейдем на вот эту панель. В первой вкладке мы можем поменять название и описание проекта. Во второй вкладке мы можем полностью менять абсолютно все предметы. Например, изменить эту лопату и сделать ее не 3D, а 2D. А вот как раз таки в третьей вкладке начнется достаточно интересная штукенция. Здесь мы можем менять день и ночь. Допустим, я хочу, чтобы это все происходило ночью. При этом я могу также поменять расположение Луны. Допустим, я хочу, чтобы Луна была где-то вон там вот. И все. Именно там будет теперь закат. Также можно добавить или убрать облака. Также здесь можно убрать саму поверхность. И сделать, например, вот так вот. Но если вы просто хотите ее заменить, нажимаем вот сюда вот и заменяем на все что угодно. Например, я хочу заменить текстуру на булыжник. Если честно, выглядит немного странно. Также можно заменить на динамит, да и вообще на все что угодно. Также здесь можно добавлять различные штукенции. Например, сделать вот такую, на самом деле, прикольную подсветку, также которую можно будет регулировать как вам угодно. Давайте, например, поставим ее как-нибудь вот так вот. Кстати, выглядит красиво. Также вот здесь вот можно заменить Луну на все что угодно. Например, можно выбрать любую ее стадию, или же заменить на любую картинку. Например, вот такую. И осталась только четвертая вкладка. Здесь находятся все загруженные детали проекта. Например, вот этот островочек. Номер 6. Камера и процесс записи. Чтобы превратить этот проект в видео, вы можете либо сделать просто вот так и посмотреть вот в это правое окошко, что именно вы запишете. Или же нажать на верстак и нажать на камеру и создать. Теперь вот это окошко показывает именно то, что видит камера. Ее также можно настраивать. Например, перенесем ее вот сюда вот. И сделаем так, чтобы в начале эта камера смотрела именно на лисичку. И по такому же принципу, как и с блоком, перенесем ее вот сюда вот. Затем перенесем вот сюда, где она будет уже скидывать этот блок. И опустим камеру, чтобы она смотрела на сам блок.
Принцип управления камерой ничем не отличается от управления обычного блока. Номер 7. Сохранение готового проекта. После того, как у нас получился вот такой небольшой проектик, осталось его только скачать. Для этого нажимаем вот сюда. Здесь остается только выбрать то, как именно вы хотите скачать. Во-первых, вы можете поменять разрешение. В-третьих, формат скачивания. Вот здесь вот немного странный на самом деле перевод, но здесь можно выбрать лучше, можно выбрать среднее, можно выбрать очень низкую. Я выберу среднюю. Здесь мы ставим количество FPS, оставлю 30. И здесь осталось только выбрать несколько деталей. Во-первых, можно добавить или убрать аудио, если вы его сюда добавляли. Также сюда можно добавить включить скрытые объекты, которые вы сделали невидимыми, то здесь они будут видны. Также здесь можно поставить галочку, чтобы включить качество рейдинга. После того, как вы все это настроили, нажимаем Save и выбираем, куда все это сохранить. У меня процесс загрузки прошел быстро, в основном это зависит от видеокарты. Ну вот и все, используя 7 базовых пунктов, мы создали анимацию лисички. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Ну а с вами был Эй, и до новых встреч!